Доброго времени суток всем! Сегодня будем делать симпатичные неоновые кружки. Я покажу, как сделать еще одну зацикленную анимацию для заднего фона. Сделать ее очень просто. А неон сейчас это один из трендов в анимации, и такой фон выглядит очень свежо и интересно. Меня зовут Дарья, и добро пожаловать на мой канал Дарья Create. Файл из этого проекта, а также из всех предыдущих, ты уже сможешь найти на моей страничке на Patreon. Я постоянно добавляю туда больше новой информации. Если хочешь получать доступ к видео раньше других, видеть закадровый контент или голосовать за новые ролики, то становись моим патроном и лично принимай участие в развитии канала. Но мы не будем больше болтать, и давайте скорее начнем. Создаем композицию. Сделаем длительность секунд 20. Окей. Создадим Black Solid. И теперь добавим маску в форме круга на наш Solid слой. Для этого выбираем инструмент Ellipse Tool. Если у вас по умолчанию здесь другой инструмент, например, Rectangle Tool, то для того, чтобы изменить, просто зажимаем левую клавишу мыши на значке и уже выбираем из появившегося списка. Теперь, зажимая клавишу Shift, рисуем небольшой круг. Отлично. Для анимации нам потребуется плагин Cyber от Video Copilot. Он абсолютно бесплатный, но при этом очень крутой. Ссылка на него будет в описании под видео. Находим наш эффект. Вот он, Cyber. И добавляем его на Solid Layer. Для начала в Customize Core меняем Cyber на Layer Mask. Теперь эффект применился к маске на слое. Теперь выбираем пресет. Я выберу неон, а вы можете сами полазить по настройкам. Тут каждый пресет просто потрясный. Дальше я немного подправлю настройки Glow под мою композицию. Очень даже симпатично. И теперь небольшой нюанс. Как вы можете видеть, с добавлением эффекта Cyber наш задний черный фон стал виден. И если это критично для вашей анимации, вы можете вот здесь в режиме наложения выбрать скрин. Или же в самом эффекте идем Render Settings, Composite Settings и выбираем Transparent. И остается только круг, а задний фон становится прозрачным. Супер! Почти закончили с нашей заготовкой, осталось ее только анимировать. Располагаем круг по центру и выставляем пару ключей по параметру Position. Кружок будет двигаться слева направо и чуть наискось. Теперь добавим выражение для цикла. Пишем Loop Out Cycle и получаем зацикленную анимацию. Теперь, чтобы нам было удобнее смещать наши круги, выделяем Solid Layer и делаем Pre-Compose. Назовем ее Pink Circle. Окей. Несколько раз продублируем нашу композицию. А дальше нам нужно заполнить пространство, поэтому я буду изменять значение ключей по Position и смещать весь слой по оси Y. Теперь включаем фантазию и заполняем картинку разными кружками. Я буду менять размер и цвет. Идем в окно проекта и там дублируем композицию. Назовем ее теперь Blue Circle. Двойной клик по ней и меняем размер на 90%. Также меняем цвет. Я хочу, чтобы круги двигались с разной скоростью, поэтому смещаю немного этот ключ, поставлю его на 6 секунде.
Возвращаемся в нашу основную композицию и добавляем в нее голубой круг. Дублируем ее также несколько раз, как и в первом случае. Меняем значение position и по оси Y, чтобы смотрелось интереснее. Теперь, чтобы не занимать много вашего времени, я пропущу видео настройку остальных слоев. Они делаются точно так же, как мы разобрали с вами ранее. Вот что у меня получилось в итоге. Уже очень круто, но я добавлю пару деталей еще. Хочется немного динамики, а для этого сделаем пару мигающих кружков. Тут вообще ничего сложного. Снова дублируем нашу композицию и назовем ее Change Scale. Заходим внутрь, удаляем эффект Saber, он нам не нужен будет здесь. Ключ передвинем на 9 секунду. Добавляем эффект Tint. Находится во вкладке Color Correction. И меняем цвет. Теперь добавим свечение. Идем Эффект, Stylize, Glow. Чуть настроим его. И теперь продублируем эффект Glow. И снова немного подправим. Отлично. И я хочу, чтобы круг менял свой размер на протяжении всего пути. Для этого поставим несколько ключей для параметра Scale. И как вы можете видеть, теперь все работает как надо. Добавляем несколько таких кружков в композицию. И снова перемотаем немного вперед. Так, и теперь я добавлю к заднему фону немного градиента. Создаем еще один Solid Layer, назовем его Background. Окей. Добавим на него эффект Gradient Ramp. Изменю цвет на такой темно-темно-синий. И направление тоже чуток повернем. Отлично. Посмотрим, что у нас получилось после рендера. Анимация очень простая, но интересная. Возможно, для кого-то немного муторным покажется процесс расстановки кружков в пространстве, но это дело вкуса. Да и результат того стоит. Прикольный залипательный немного фон получается. Анимация зацикленная, и можно спокойно сделать ее хоть на час по длительности или просто запилить гифку. Кстати, у меня на канале недавно появилось видео, как сделать гиф. Я там все подробно рассказываю, поэтому кто еще не смотрел, то рекомендую. А у меня на этом все на сегодня. Если вам это видео понравилось, то обязательно поставьте ему лайк. Если нашли что-то полезное для себя, то не забудьте подписаться на канал, мне будет очень приятно. Ну и как обычно, если остались вопросы или есть предложения для новых роликов, то пишите все в комментариях. Я все читаю, всем стараюсь ответить. Ну а мы увидимся с тобой уже в следующем видео. Пока-пока!